Всем привет, продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы в Тирске. В конце предыдущего эпизода мы столкнулись с багом, и мы его обязательно победим, и квест с Тирском закончим. Но если мы это сделаем, то пропадет у нас подруга вот эта, которую здесь нужно спасать. И у нас подвис в дневнике квест на нее. Вот она, пропавшая миссионерка. То есть я ее нашел, и если квест с Тирском закончить, она пропадет. Поэтому придется мне ее тащить с собой. Но она хочет вернуться в форт Иниевой бабочки. Конечно же. Так, только давайте проверим. 4 часа. Но я надеюсь, что я успею до 9. Не хотелось бы у нее на глазах превращаться. Конечно же, нам придется тащить ее по воде. Я уже говорил об этом. Так, тут она пытается сразиться с Хоркером зачем-то. Так, давайте-ка мы ее быстренько похилим. Смотрите, она какая бесстрашная. Голыми руками на Хоркера. Молодец, конечно, но нам это совершенно не нужно. Нам нужно дотащить ее до воды. Ближайший путь к воде вот на восток. Конечно же, дорогу придется расчищать. Так, ну я вон вижу уже ребят. Давайте-ка мы ее здесь оставим. Сохранимся. И нагрем на себя всю толпу, кто здесь есть. Я вижу 2 наездников. Как минимум. Не думаю, что они проигнорируют наше появление по итогу. Так, Дримора нас покинул, но мы призовем нового. Также призовем Святошу. Алчущий здесь нам не поможет. Паралич на этих ребят не действует. Там еще один щетиноспин. И, по-моему, ведьма. А, нет, это Реклинг. Так, ну... Давайте. Блин, и ты еще здесь. Что-то вас до хрена. Давайте-ка призовем все-таки Алчущего. Потому как на обычных хоркеров паралич вполне работает. Святоша ушел. Снова Алчущий. И Дримору обновим тоже. Так, Алчущего, пожалуй, я отзову. Смотрите, Святоша с Дриморой кое-как вдвоем запинали вот этого всего лишь наездника. Так, тут у нас хоркеры, но, по-моему, они дохлые. Да. Хоркеры дохлые. Так, еще, ребятки. Теперь втроем против наездника.
Гримора, кстати, смотрите, с двуручником. Нормальный такой получился. Ну, кое-как. Кое-как. Дорогу к воде мы расчистили. Возвращаемся к нашей мадам. Алчущего отзываем. Так, там вот еще ребята тусуются, но я думаю, что они не сагрятся. Надеюсь, по крайней мере, на это. Сохраняемся. Так, только давайте проверим время. Время против нас играет 6 часов. Блин, осталось 3 часа. Осталось 3 часа. Давайте я сохранюсь. Если не успеем, то придется перезагружаться. Ну, просто так тратить 3 часа тоже такое себе. Если бы она еще бегала быстро. Бафа на скорость у меня для нее никакого нет. К сожалению. Но она быстро, конечно, бегает относительно, да? Относительно здешних всех ребят. Но относительно меня медленно. Минутный баф у нас на хождение по воде. Почему по воде? Просто, ну, очевидно, чтобы не агрить через весь остров всю толпу. Если я, допустим, мог бы пробежать просто по воде, не сражаясь ни с кем, то она-то обязательно ввяжется в сражение. А вот это уже не очень хорошо. Ну, она бежит там как-то. Ну, кстати, акробатика растет, смотрите. Плохо то, что мы вряд ли за минуту успеем. Придется перебафаться где-то посреди дороги. Что у нас тут по времени? 20 секунд. Блин, она пропала. С отрисовки пропала. То есть совсем быстро бежать не получится. Придется ее ждать. И, видимо, здесь будем обновлять баф. Чисто теоретически здесь можно и вплавь добраться. Но это просто дольше. Под водой здесь вроде бы никто на нас напасть не должен. Вот так будем. Задним ходом. То нам нужно обогнуть вот этот полуостров. И там еще пробежать. То есть, по сути, приходится бежать в ее темпе, а не в своем. Опять 20 секунд. И, видимо, придется еще раз обновлять баф. Так, она на кого-то согрелась, что ли? Нет. Хорошо. Можно было, конечно, еще, наверное, применить на ней невидимость и пробежаться по земле. Но быстрее бы это не было, а невидимость стоит дороже в плане магии, чем хождение по воде. К тому же я уверен, что мы там где-нибудь наагрили посреди острова на себя какую-нибудь тварь, которая помнит о нас и обязательно сагрится снова. Блин, ну вечер, друзья, надо как-то ускориться. Что тут по времени? 18 секунд, блин. Я думаю, что можно здесь немножко вот так вот уже подсократить. Что она затупила там. Быстренько бежим, быстренько. К святилищу имперского культа ее нужно доставить. Как мне выразить благодарность? Ах да, спасибо! Какая молодец. Так, благодарю тебя за то, что проводил меня назад до святилища имперского культа. Если ты еще не поговорил с Джелином, обязательно сделай это. 8 часов. Нет, знаете, я попозже это сделаю. Мы самое главное ее довели. Сейчас мы применяем возврат. Так,
Ну и подождем здесь часик. Ты положил конец осаде замка Карстага, и твой повелитель очень доволен твоей работой. Ты хорошо послужил мне, и я предлагаю тебе этот дар. Ветер охотника. Пусть никогда не узнаешь ты усталости на охоте, моя гончая. Я найду тебя, если ты мне еще понадобишься. Отлично. Нового задания не дали, и мы смело проматываем время. 9 часов. Так. Снова ритуал переодевания. Так, так, так. Обязательно что-нибудь забуду. И нам нужно сосредоточиться на задании Тирска. Сохранимся. Да, я не надел сапоги. Конечно же, самое главное. Так, бежим, значит, мы ко входу в эту пещеру с удурфруктом. Ну и подсказали мне в комментариях, как можно просто и быстро решить эту проблему. К сожалению, пострадает наше погружение в игру, придется применить консоль. Но зато квест выполнится. Я думаю, что это вполне подходящая как бы обстановка и ситуация для применения консоли. Скорее всего, баг связан с каким-то из текстурных паков. Можно было, конечно, методом перебора подключать, посмотреть, но что-то нет у меня желания. Ну вот, по-прежнему нет, недоступен вход, поэтому мы делаем что? Вызываем консоль, выделяем эту скалу и вводим простую команду. Вот. Скала пропадает и остается вот такой вот прямоугольник. А это именно дверь в логово удурфрукта. Соответственно, мы сюда заходим. В логове вроде бы удурфрукт, он в одиночестве здесь сидит. Вон он. Сразу же агрится. Мы, конечно же, вызываем нашего алчущего. Вызываем Дремору. Надо бы еще наложить на него заключение. И вызываем Святошу. Здесь, кстати, помещение. Можно было и покров горя надеть, и Святошу вызывать заклинанием. Ну да ладно уже, ради одного вот этого моба, пусть и именного, заморачиваться не будем. Ну, чё вы, вдвоем не можете его заковырять, что ли? На всякий случай обновим заключение. Паралич на него прекрасно работает, ничего он не может сделать нашим ребятам. К сожалению, Святоша с посохом появилась. Как появилась, так и пропала. Но что-то он тут рыкнул напоследок и сдох. Нам нужно его сердце и вот такой вот интересный предмет, оторванная нога Норлинга. Но это больше прикол, чем реальное оружие. Нам оно по сути не нужно для квеста, но для коллекции можно взять. Здесь лежат скелетики. Некоторый шмот. Что-то мы возьмем на продажу. Куча черепов. Его лежанка. Откуда он набрал здесь столько соломы, непонятно. Еще тело. Тела, даже так скажем. Дьявольская катана, но дешевая. Брать я ее, конечно же, не буду. Замочек вскроем давайте. Но здесь ничего особо интересного. Так, еще один трупик. Тоже так, чисто
формально осмотрим. Больше вроде бы ничего тут нет. Соответственно, мы возвращаемся в Тирск и докладываем о выполнении. Здесь, чтобы не оставлять вот этот вот прямоугольник, можно сделать таким образом. Применим другую команду. Хоп. Холмик появляется назад, но проход по-прежнему недоступен. Возвращаемся мы в Тирск и видим, что двери заколочены. Извини, авантюрист, но никто не войдет в медовый зал пока. Ты держишь сердце у Дурфрукта. Как это может быть? Ты убил этого дьявольского зверя? Боже мой! Воистину, ты воин, достойный, чтобы о тебе слагали саги. Дай это сердце мне. Я подготовлю медовый зал, а когда все обломки, оставшиеся от битвы, будут убраны, сердце у Дурфрукта будет помещено на пьедестал Тирска. Но есть еще одно дело, которое ты должен завершить, прежде чем тебя назовут вождем. Ты должен отправиться в горы и найти курган Хротмунда Красного, первого вождя Тирска. Вождем медового зала может стать только тот, кто получит одобрение духа Хротмунда. Внутри этого кургана находится топор Хротмунда. Возложи руки на это оружие и провозгласи свое намерение править Тирском. Если ты будешь признан достойным, Хротмунд дарует тебе свое благословение. А теперь иди, найди курган Хротмунд и в глазу волка. В общем-то, в кургане там мы уже были, топор видели. Здесь вот мы можем видеть, что ребята, которые раньше были внутри, вот, а сейчас они стоят снаружи, но вот эта тетка, которую мы только что проводили, она не появляется. Соответственно, я предлагаю, не откладывая в долгий ящик, выполнить и это задание тоже, а именно сбегать в этот курган. Давайте, наверное, что я побегу-то так, давайте через возврат. Время у нас, в принципе, нормально. Но под невидимостью, потому что агрит на себя опять толпу народу, всяческих бандитов и ведьм, ну не знаю, такое. Их тут целая куча. Тащить сюда наемников что-то мне не улыбается, потому что, ну, я не отказался от идеи с наемниками, просто подгадывать время неудобно с ними. То есть их нужно перемещать, где-то оставлять, потом за ними бежать, телепортироваться с ними неудобно. Поэтому пока что побегаем вот так под невидимостью. Мы, в общем-то, всем и самим себе доказали, что наемники здесь боеспособны. С вот этой шушерой они вполне справляются, вполне успешно. Но просто это затянет наше прохождение. Так, а вот здесь я был. Давайте-ка проверим. Нет, не был. Ну, не знаю. Давайте, может быть, зачистим. Только что сказал, что не хочу затягивать, а сам влез в какую-то пещеру. Так. И вот так. А сам я в невидимости. Почему-то скелет убрал оружие и в рукопашную пошел. Вы видели? То есть у него было оружие в руках, но он его почему-то убрал. Очень странно. Так, замочили нашего алчущего. Внезапно. Скелет берсеркер. И вот здесь как раз можно использовать покров горя. Давайте-ка сохранимся. И посмотрим, что это за пещера такая. Что здесь есть интересного. Черепа, кости, трупы. И уже в виде скелетов. Ну и куча самих скелетов. Призываем святошу наконец-то.
заклинанием. Качаем таким образом себе колдовство. Я думаю, что Святоша один здесь, наверное, справится. Но вот то, что они переагриваются, мне не очень нравится, конечно. И они убирают оружие почему-то. Что это за баг? Или глюк, или так и задумано, непонятно. Для нас это хорошо, то, что они не наносят урона нашим существам. Но в чем причина этого, я, честно говоря, не понимаю. А на меня, смотрите, он с топором бежит. Это как? Так, что там у него по душе? Да, кстати, у Дурфрукта вот 2000 душа. Ну, это 1200. Ну, как обычный непобедимый скелет. Разве что вооружение у него чуть другое. Копье егеря и серебряный кинжал Вольфендера. Цена 1. Что-то я такого квеста не помню. Снова скелетики. Снова мы применяем ту же тактику. Святошу. А пока здесь немножко полутаемся. Ну да, не дадут нам спокойно полутаться, конечно. И вот опять, смотрите, только он переагрился от меня, сразу убрал оружие. А этот меня типа не видел. И с оружием. А Святоша нам попался с кинжальчиком. Беспонтовым. Я думаю, надо призвать еще Дремору для ускорения процесса. А на меня гад с топором. Ну, Дремора такой себе, видите, с дубинкой. Да не надо на меня бежать. Так, ну, вроде бы все. Тут так вот для антуража сделано, видите, скелеты прикованы, приколоты точнее. 60 уровня замочек. Невидимость 10 секунд. Нет, конечно, у нас такое уже есть, и нам оно особо не нужно. И даже к потолку, смотрите, прикололи. Обычная клеймора. Так. Ну и все, да? Вся пещера. Ничего тут больше и нет. Медвежий шлем нам не нужен. Болт егеря, слушайте, не встречал таких. Арбалет егеря тоже довольно редкий, но нам он, наверное, не нужен. Так, еще один сундучок. Метательный нож и бесполезное для нас зелье. Больше тут ловить нечего, поэтому смело выходим. Надо только не забыть поменять мантию. И амулет взять некроманта. Сохранимся. Ой-ой-ой. Не то нажал, но ничего. Глаз волка уже виден, вон он, на холме. Там, скорее всего, заспавнился опять снежный волк. Да, вон он бродит, я его вижу. Мы его обязательно захватим. Ну, в смысле, его шкуру. Но сначала зайдем в сам курган. Здесь у нас, по-моему... Я слышу шаги, кто-то бродит. Да, вот у нас здесь Драугр. Мы тогда схватили тут амулет по-быстрому, но врагов не били. По-моему, не били. Либо он уже
спавнился. Но в этот раз нам, наверное, лучше его все-таки победить. Призывать алчущего, наверное, смысла никакого тут нет. Давайте-ка мы наденем покров горя и вызовем святошу. Ух ты, блин, успел меня таки отоварить, гад. За это я заплачу твою душонку. Так, ну и для ускорения, опять же. Кстати, давайте глянем, что-то мне там дал Герцин. А вот, ветер охотника. Восстановление здоровья 1000 пунктов на 1 секунду. А у нас 124 всего лишь здоровья. Ну, привлекательность понижена за счет покрова горя. Я даже не представляю, в какой ситуации может быть полезен нам этот ветер охотника. Как по мне, совершенно бесполезно. Если кто-то вдруг пользовался этим заклинанием, этой способностью, напишите в комментариях, что были за обстоятельства такие и какой был результат. Вот он, топор Хротмунда, мы к нему прикасаемся, получаем какой-то баф. Щит ледяной. И квест у нас обновился. Значит, нам нужно поменять мантию. И выходим сразу, пока у нас призванные наши ребята действуют. Сразимся с волком. Блин, ребята-то не вышли. Ребята не вышли. Так, тут что-то народу до хрена. До хрена народу. Станем вот так. Ну и святошу тоже призовем. Алчущего завалили, ну и хрен с ним. Я думаю, что со щетиным спином эти двое справятся. Все, отлично. Еще 2 шкуры, сохранение и возврат. Так, бежим мы обратно в Тирск. Конечно же, под невидимостью. Написали мне, кстати, что с покровом горя я немножко не совсем по квесту пошел. То есть я знаю, что здесь есть задание в деревне. Можно было спасти этого типа внизу. Но, честно говоря, не был я уверен, что мы сможем поговорить тут с кем-либо, будучи оборотнем. Да и как-то большого смысла в этом нет. Ну, то есть тип вот этот, который носил до меня покров горя, я считаю, вполне заслужил свою участь. Видим, что досок больше нет, дверь открыта. Ребята вот эти пропали, которые тут стояли. Заходим. Здесь прибрались, как видим, следы побоища убраны. Появились NPC. Он в пещере встретил зверя и прервал его дьявольский пир. А когда Удурфрукт пал, вождь вернулся и вступил в свой зал. Вот так. То есть обо мне уже слагают, видите, песни, если это можно так назвать. Сердце действительно на камне. И вот эта подруга. Свенья. Снежная песнь. Я знаю, что Хротмунд одарил тебя своим благословением. Сердце Удурфрукта помещено на пьедестал для всеобщего обозрения. Ты новый вождь Тирска. Правление Медовым залом – это огромная работа. И я понимаю, что у тебя могут быть дела в других местах. Я предлагаю свои услуги в качестве советника и заместителя, и буду управлять делами Медового зала в твое отсутствие. А теперь есть какие-нибудь дела, которые нам нужно обсудить? Или ты желаешь отдохнуть в своих апартаментах?
Апартаменты находятся вверх по лестнице. Перед дверью комнаты вождя лежит коврик из волчьей шкуры. Там ты можешь отдыхать и находить уединение, если нужно. Если ты этого еще не заметил, я оставила подарок у твоей постели. Это оружие, достойное настоящего вождя, и я надеюсь, оно хорошо послужит тебе. Хорошо. Это хорошо. Так, а где? Вот, дело медового зала. Будучи вождем Тирска, ты можешь отдавать клану определенные приказы, а я, как твой заместитель, прослежу, чтобы эти приказы были выполнены. Итак, каковы будут твои указания, мой повелитель? Мне нравится твое обращение, твой настрой. Можно заказать мед, можно получить прибыль от продажи меда, и можно отправить охотников за шкурами снежных медведей и снежных волков. Но мы, конечно, выберем третий вариант. Да, мой вождь, я отправлю охотников. Они убьют столько снежных медведей и снежных волков, сколько смогут найти. Так, ну потребуется некоторое время, заходи через несколько дней. Хорошо, я надеюсь, что нам через дневник дадут об этом знать. Давайте заглянем, что нам там за апартаменты предоставили. Вот шкура лежит. Ну, такая себе комнатка. И оружие. Клановый клинок. К сожалению, эффект при использовании, урон довольно низкий. Воодушевление, светоч и увеличение привлекательности зачем-то. Шут его знает. Ну, я оставлю его здесь, пусть он лежит. Мне он, по сути, не нужен. Тут кое-какой шмот. Вот здесь стояла эта деваха, которую нам нужно спасти. Здесь у нас по-прежнему этот чувак, который спит. И вот этот вот. Приветствую, милорд, у меня есть подарок для тебя. Это просто шедевр. Я подготовил исправленное издание истории Тирска и хотел бы вручить тебе первый экземпляр. В нем описана твоя великая битва с Удурфруктом, и твое имя добавлено к списку вождей. Интересно, там написано, что я консоль использовал? Было бы неплохо. Да продлится твое правление Тирском многие лета. Так, а просто поговорить. А, он книжками торгует. Но книжек у меня на продажу для него нет. Это мы продавать не будем. 250 монет у него. Минутка есть. В чем дело? Тут у него зачем-то кинжал, топор. Ничего интересного, короче. Давайте почитаем, что там за история Тирска. Ну, кому интересно, можете на паузе почитать. И вот про меня. И даже расу ведь написали. Вошел в логово Удурфрукта, встретился с этим древним зверем лицом к лицу и убил его, как мясник убивает овцу. Затем вырвал сердце Удурфрукта и забрал его в качестве боевого трофея. Бретон стал вождем Тирска. Ну и песня. Не песня, вернее, а... Ну да, перепись. И вот я последний, получается. Довольно-таки обширный, смотрите, текст. Все понятно. Я думаю, что эту книжку мы здесь вот оставим в своей комнате. Что нам ее за собой таскать? Пусть она тут лежит. Сохранимся. Сколько время? Час. Надо бы, наверное, наведаться на Воронью скалу. В принципе, тут можно добежать. Я думаю, что мы так и сделаем. Это будет всяко быстрее. Тебе не холодно, а? Нет, мне не холодно. Эта подруга ничем не торгует, ничего не делает.
А ты кто Он в такой? пещере встретил зверя Ну, и тоже. прервал его дьявольский пир. А когда Удуртук пал, Все это мы уже слышали. Значит, обратно применяем невидимость. И бежим. Погода хорошая, метель закончилась. Огонь на озере по-прежнему горит. Он будет гореть до конца сюжета. Вроде бы. Может быть, если мы встретим тут снежных каких-нибудь волков-медведей, тогда с ними можно будет сразиться. Но вроде бы они обитают только в северной части острова, я имею в виду. Хотя мы видели одного возле Вороньей скалы, помнится, медведя, кажется, да? Может, нам повезет. Но что-то пока тишина. Как эта пещера, но, по-моему, я в ней был. Сольвьорд. Шут его знает. Давайте-ка посмотрим. Да, в этой пещере я был. Но как-то не всю я ее, видимо, осмотрел. Давайте глянем, что тут. А. Ну тут ничего интересного нет, очевидно, да? Ладно. Значит, я здесь был и просто не прогрузилась карта. Так, а там, смотрите, как будто что-то есть за этой скалой. Но проникнуть туда мы не сможем. Вот какой-то закуток. Не сможем туда залезть. Ладно. Если нам сейчас Фалька не даст задание, то придется мотать время, наверное. Но судя по тому, что здесь еще не все построено, вряд ли он нам даст задание. Сохранимся. Да, несколько дней. Блин, жаль. Давайте тогда применим вмешательство. Да уж, Поговорим там со священником, чтобы закончить квест с этой вот подругой. Это мне очень приятно. Кажется, вот с этим, я да? выслушаю тебя. 300 монет. Все, Мириса говорит, бесценно. Это понятно. Давайте точно удостоверимся, что квест закрылся. Да, но вот эти вот подвисли, конечно. И охотники... А, охотники это мы отправили. Нужно исследовать древние могильные курганы, ритуальные изваяния. Честно говоря, не помню, что ему нужно притащить. Да и хрен с ним. Давайте промотаем просто время. Я подозреваю, что следующая ночь будет уже решающей. Значит, 6 часов мотаем.
Да. Ты прибыл. Остальные давно уже здесь. Ты последний. Пришло время для моей охоты, и ты будешь принимать в ней участие. Для участия в этой охоте я выбрал только самых достойных. Кариуса от имперцев, Клыкосердца от скала, Иниевого гиганта Карстага и тебя. Ты показал себя достойным охотником, потому тебе оказана такая честь. Ты, как и все остальные, должен попытаться найти путь к моим охотничьим угодьям. Будь очень осторожен, так как только одному из вас выпадет честь сразиться с самим охотником в бою под небесами, озаренными светом кровавой луны. Остальные уже ушли вперед. Только ты один еще не начал этот путь. Но знай, смертный, мои гончие уже наготове, и они жаждут крови. Возможно, мы скоро увидимся с тобой. А теперь иди. Вот так вот. Такая пафосная речь, дневник дополнен, но проходить это все дело мы будем в следующем эпизоде с вами. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч.